Это видеообзор тест-драйв и испытания складного электровелосипеда Якамура Комбо 2021 года. Рассмотрим его реальные минусы, особенности эксплуатации и преимущества без купюр. Потеребим городской электровелосипед за все подробности. Замерим реальные скоростные параметры по GPS и разрядим аккумулятор в ноль. Запасайтесь вкусняшками. Впереди, как всегда, концентрат интересной и полезной информации. Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта и нашумевший электровелосипед Якамура Комбо из магазина Геросмарт. И в самом начале я хочу сказать огромное спасибо самым активным подписчикам канала, чьи имена сейчас появляются на экране. Я искренне благодарю вас за уделенное время, конструктивную критику, обратную связь и позитивную атмосферу в комментариях. Друзья, теперь в конце каждого видео я буду отвечать на самые интересные вопросы подписчиков и уделять особое внимание комментариям, собравшим наибольшее количество лайков из предыдущих выпусков. Уверен, это будет полезно для большинства зрителей. Как вы могли заметить в начале, на рынке представлено два варианта электровелосипедов Якамура Комбо с предустановленной впереди амортизационной вилкой и без таковой. При эксплуатации в городе, на асфальте и тротуарной плитке оба варианта имеют абсолютно равнозначный комфорт поездки. Так что если вы не собираетесь в будущем модернизировать передний амортизационный узел для поездок в условиях бездорожья, то выбор сводится лишь к эстетике внешнего вида. К началу 2022 года среди складных электровелосипедов городского типа, представленных на российском рынке, Якамура Комбо является одним из самых интересных экземпляров с незаурядным дизайном. Цветовое решение, хоть и ограничено двумя вариантами, со стороны оба смотрятся на 5 с плюсом. Обертка шик, но что с начинкой? Давайте обо всем по порядку рассмотрим плюсы, минусы и особенности электровелосипеда. На первое самый смак. Несмотря на отсутствие уродливого стыка с эксцентриками и сварными швами по центру рамы, представленный экземпляр легко складывается вдвое для удобства транспортировки как в общественном транспорте, так и в небольшом багажнике автомобиля. Ну ладно, не мешок картошки побольше. Ребят, в Солярис влез. Электровелосипед Якамура. Я прям сейчас немножко обалдел. Сняли сидушку, чтобы он полностью вошел. Вот она. А так, в общем-то, неплохо. Ну, если он в солярик влазит, то вообще огонь. Класс. Для транспортировки пригоден. Что говорить? Ничего не говори, сиди кайфуй. Нормально? Удобно? С моим-то ростом. Че у тебя по росту? 197. Врешь. Нет, 197. Рост и 110 килограмм. Еще и 110 килограмм. А ну-ка слезь, покажи сидушку, насколько выдвинута. Ну окей, если ты на него сядешь и поедешь, ты вперед не кувыркнешься? Попробуем. Ты, Глеб, поехал? Вполне комфортно. А ну-ка давай-ка я сяду. О! Разница очевидна. 177 сантиметров. Сейчас будем запрыгивать. Среди всех складных городских электровелосипедов на начало 2022 года Якамура Комбо имеет чуть ли не идеальные пропорции и подходит для людей с абсолютно разными антропометрическими данными от мала до велика. Тогда как на конкурентных моделях ощущение комфорта и безопасности зачастую ограничивается ростом до 175 сантиметров. Это обусловлено не только большим размером самих колес Якамура, но и расстоянием между ними. 16 дюймов ни много ни мало и, на мой взгляд, реально попали в яблочко, так как обеспечивают лучшую проходимость через препятствия, бордюры и ямки, на которых в прямом смысле слова спотыкается 14 диаметр некоторых конкурентов. Что касается установки более 16 дюймов, это повлияет на общие габариты и маневренность. Тогда электровелосипед едва ли можно будет назвать компактным, мобильным или удобным для транспортировки и эксплуатации в городских условиях. В
стоке установлены шоссейные покрышки CST. Чтобы проглатывать мелкие неровности в городе, на асфальте и тротуарной плитке пневматики довольно высокого профиля вполне хватает, но перед началом эксплуатации для большего комфорта советую увеличить или наоборот снизить давление в камерах с учетом общей нагрузки и состояния дорожного полотна. Рекомендуемые значения от 35 до 45 PSI или от 2,38 до 3,6 атмосфер соответственно. Далее важным преимуществом стоит отметить действительно шикарный накат под нагрузкой. И здесь особую роль играют не только подшипники, но и редукторное заднее мотор-колесо. Тормозная система двойная, механического типа на оба колеса. Роторы по 160 мм. К плюсам необходимо добавить и довольно богатую штатную комплектацию. Наличие багажника в стоке позволяет установить дополнительную батарею или корзину для транспортировки груза. Задний амортизатор пружинного типа спрятан в так называемый стакан и не требует дополнительной защиты наподобие установки пыльников. Ожидать диванного комфорта, конечно, не приходится, но само наличие амортизатора уже определяет возможность модернизации или замены в будущем по желанию владельца. Передняя фара регулируемая, хорошо освещает дорогу в темное время суток при помощи направленного луча, имеет светотеневые границы и не будет слепить прохожих. Тумблер включения и выключения находится с левой стороны руля в верхней части блока управления. При включении света одновременно загорается и задний габаритный огонь, который в свою очередь выполняет еще и роль автоматического стоп-сигнала. Далее на блоке по центру расположен переключатель скоростных режимов с 1 по 3. И нижняя кнопка является электронным клаксоном. Правее установлен штатный пластиковый держатель для телефона с возможностью подзарядки гаджетов через встроенный USB разъем. Питание идет от основной батареи транспортного средства. В качестве преимущества необходимо отметить и центральный узел фиксации руля с эксцентриком. Данная конструкция позволяет очень быстро сменить угол наклона сразу всех органов управления, что требуется довольно часто, как при сложении для транспортировки и готовности к поездке, так и в случаях изменения высоты рулевой колонки или сидения. Ко всему прочему, приятно удивил факт насечки по центру трубы, обеспечивающей надежную фиксацию узла без проворотов во время поездки. Казалось бы, мелочь, но о ней иногда забывают даже самые топовые производители электротранспорта. С правой стороны руля расположен информационный блок управления питанием с ключевым доступом. И там, где большинство компактных складных городских моделей довольствуются единственным индикатором заряда батареи в виде лампочек и палочек, Якамура Комбо вновь отличился. Помимо отображения ключевых показателей на ЖК-дисплее, владельцу доступна настройка ходовых параметров. Отображаемые показатели – спидометр, индикатор заряда батареи и пробег с момента включения. Единоразовое нажатие на кнопку М позволяет просмотреть общий пробег за всю историю жизни и вольтаж батареи в режиме реального времени. Вход в меню настроек электровелосипеда возможен при помощи длительного удержания кнопки М во время включения. Следующий жирный плюс – установленный акселератор поворотного типа, отвечающий за старт поездки и поддержание выбранной скорости. Механизм вращения занимает 40% от рукояти с внутренней стороны и минимизирует риск случайного старта. Плюсом можно считать и собственный вес относительно габаритов – всего 22,5 кг. И по заявлению производителя электровелосипед способен выдерживать нагрузки до 120 кг включительно. Все размеры и процесс сложения вы сейчас увидите на экране. Разложенный минимально, разложенный максимально. Первый минус. Дисплей не отображает скорость и не засчитывает пробег при поездке накатом. То есть, как только я перестаю крутить педали или рукоятку акселератора, прекращается подача тока на редукторное мотор-колесо, и электродвигатель теряет сознание. Контроллер фиксирует остановку, отключает спидометр и счетчик пробега соответственно. Да, это реальный минус, который, кстати, можно устранить, но подобного рода технический вопрос заслуживает отдельного видео. Информация к размышлению уже передана производителю. Второй недостаток можно назвать классическим в области электротранспорта. Переднее крыло с внутренней стороны слишком короткое и не защищает от грязи. В итоге брызговик придется шаманить самостоятельно или заказывать как услугу модернизации на уровне предпродажной подготовки. По особенностям начнем с педального ассистента. Его поведение всегда будет зависеть от выбранного скоростного режима. Включаем питание, выбираем необходимую скорость и едем как на обычном велосипеде, не трогая рукоятку акселератора.
В первом режиме ассистента мотор колесо включается в работу на минимальных оборотах, но при этом способно выдавать максимальную тяговую мощность, которая регулируется автоматически в зависимости от испытываемых электровелосипедом нагрузок. По факту режим идеально подходит для неспешных прогулок и подъемов в крутые горки. При переключении тумблера в центральное положение Якамура Комбо гораздо быстрее срывается с места и, развивая приличную скорость, практически сводит к нулю физическую нагрузку на ноги. Отличное решение в случае, если райдер устал, например, после подъема в гору, или вам просто захотелось ускориться во время поездки. Что же касается активности педального ассистента на третьей скорости, у большинства людей может возникнуть вопрос: а зачем он тут нужен? Ведь это максимальный режим поездки, в котором любые попытки создать натяжение цепи превращаются в бесполезное толкание воздуха. Но все же... Все далеко не так просто и очевидно, как кажется на первый взгляд. В третьем режиме функция ассистента нужна не столько для поддержания скорости, сколько для разгона, ведь именно в момент резкого ускорения расход энергии достигает пиковых значений. То есть, используя педальный узел на старте, вы помогаете значительно сэкономить энергию, увеличивая и дальность поездки в целом. Вторая особенность – во время езды слышен шум. Но утверждать, что это минус, может только человек, для которого тишина является основным приоритетом при выборе транспортного средства. Мне же он кажется интересным и даже полезным, так как люди слышат ваше приближение и уступают дорогу, а вам не нужно лишний раз пугать пешеходов противным пищанием в спину. Интересен издаваемый шум тем, что он не раздражает слух и напрямую ассоциируется с электротранспортом, что в сочетании с уникальным дизайном создает вокруг своего владельца ореол гостя из будущего. Посмотрим по GPS. Если будет ехать ровно, то можно будет засекать все по бортовому. (1,1 километр на бортовом, 1,1 на GPS. Причем даже спидометр родной показывает с расхождением всего в 1 км в час по скорости разницу. Если здесь он показывает 37, то здесь он показывает 36. Это круто. Ну, в общем, да, можно мерить спокойно по его родному одометру. Крепление хорошее, хоть и пластиковое, но реально фиксирует хорошо телефон, мне нравится. Маневренность у велосипеда, так сказать, на хорошем уровне. Ну и посадка, в общем-то, удобная. То есть, в принципе, я сижу, у меня руки почти полностью вытянуты, слегка совсем согнуты в локтях. Ну да, на бездорожье не все так позитивно, как на асфальте. Прям хочется ехать по гладкой дорожке. Отлично вошел. Ну-ка, горочка в переход. Тянет, тянет. Даже набирает скорость. Ну, как удобно. Он и в лифт входит хорошо. Сейчас покажу. Городской лифт. Для перехода. Вообще нормально тянет. Прям то, что надо. Да. Как я понимаю, прям вот городские подъемы — это его. И фактически, в принципе, электровелосипед можно назвать реально исключительно городским. Не предназначен для того, чтобы рысачить на нем по бездорожью. А вот поездки по городу — это да. Вот хорошо дядечки сзади
На обычном велосипеде у него зеркальце есть с левой стороны, а у меня, к сожалению, его нет. Зеркальце на велике — это очень удобная штука. Хотя бы слева, хотя бы одно, но это полезная вещь. Это минимум вашей безопасности на дороге. — 35 километров общего пробега. Давайте разберемся, за что покупатель платит почти 55 тысяч рублей. 54 990, если быть точным, на момент съемки данного видео. Среди компактных складных электровелосипедов для города большинство вариантов либо дороже представленного экземпляра, либо существенно уступают в параметрах, технических характеристиках и комплектации в целом. Конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные, электровелосипед Якамура Комбо не является идеалом. Однако, с учетом всех его преимуществ, найти сегодня на рынке что-то похожее практически невозможно. Я уже молчу про возможность гарантийного ремонта и обслуживания не где-то там в Поднебесной, а здесь, под боком, на территории Российской Федерации. Но если признаться честно, помимо всех плюсов, больше всего цепляет дизайн. Особенно, когда начинаешь сравнивать на контрасте с другими складными моделями в интернете. Не хочу никого обидеть, но порой складывается впечатление, что их конструировали для выступления в цирке. А теперь, как и обещал ранее, перейдем к одному из самых популярных комментариев из прошлого выпуска на канале. 180 лайков набрал комментарий от подписчика DarkFrag1. Главный недостаток электросамокатов – водятел на нем сидящий. Но это недостаток любого транспорта. И ведь не поспоришь, человеческий фактор всегда играет основную роль. Благополучный исход поездки, по сути, определяют всего три вещи: трезвость ума, знание ПДД и уважение к окружающим. Друзья, берегите себя и задавайте свои вопросы в комментариях. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электровелосипеда Якамура Комбо из магазина Герасмарт. Вы самые классные. До новых встреч на просторах Ютуба. Вот тебе и городской самокат. Перелом носа, сотрясение мозга и выбитые зубы. ПДД пишется кровью наших сограждан. Я прям устал, я офигел уже на нем ездить. Изнутри полилась вода. А он не складывается. Тогда на улицу. Еще на танке залезть. Так, зырьте! Интересно, эти электросамокаты, это вообще законно?